Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, и мой канал о винтажной бижутерии. Сегодня у нас тема покупки австрийских фруктов. Мне очень сильно повезло. Довольно-таки интересные вещи удалось поймать. Я вам сейчас их продемонстрирую, конечно же, с огромным удовольствием. Сегодня покажу вам что-то необычное, что меня повергло в полнейший шок. Я его, естественно, купила, но я не могу понять, что я купила. Вот такая вот, да, заманушка на видео, интрига. И для того, чтобы как-то разнообразить это видео, давайте я его соединю с тем, чтобы показать, потому что у меня довольно-таки много ежевик, вот черника, черника, вот таких вот ягод. И я хочу показать, какие вообще есть в моей коллекции. Поэтому я их с собой взяла и как бы вот так вот соединим это видео, чтобы было поинтересней. Сегодня наше видео по-прежнему украшают бесподобные, невероятно пахнущие пионы. Это мои любимые цветы, обожаю их. Жаль, что такой короткий сезон у этих прекрасных цветов. Итак, не будем откладывать долгий ящик. Погнали! Начну с того, что мне удалось купить несколько вот таких вот коричневых яблочек. Давайте я вам покажу. То есть одни яблочки, видите, с железными листиками в металле просто. Второе с россыпью кристаллов. При том, что один кристалл явно не родной. Это вот этот, видите, его надо будет поменять. У меня есть такие броши, доноры. Я уже посмотрела, цвет идеально подходит, просто я не успела. Я хотела, не то чтобы не успела, я хотела вам показать, вот в каком иногда виде приезжают эти яблоки. Вот этот кристалл это вообще не проблема, но тем не менее. Я когда покупала, я это видела, что нужно будет менять. Продавец, кстати, не указала ничего, ну, ничего страшного. Итак, вот такие прекрасные две веточки яблок на японском металле, обе с подписью. Состояние, на мой взгляд, великолепное. Не будем долго останавливаться, потому что в этом видео я хочу вам показать довольно-таки много всего. Поэтому вот так вот по-быстренькому сейчас сделает один оборот, чтобы вы посмотрели, полюбовались вот такими коричневыми. Кстати, обратите внимание, сами плоды одинакового цвета. Вот даже переливы, отливы. Очень интересно вам вот именно было вот так вот показать, почему я сразу два их показала. То есть разные листья, соцветия на одном есть, на втором нет, но сами плоды абсолютно одинакового цвета. Погнали дальше. Вот такие две вишенки, черешенки удалось поймать. Я уже сравнила с тем, что у меня есть. У меня есть похожие, но ягоды у меня есть на золотом металле. Эти на черном, на японском металле. И те, которые у меня есть на японском металле, у них листья другие. Поэтому эта брошь абсолютно новая в моей коллекции. С прибытием, дорогая тебя. Следующая брошечка. Это вот из разряда вот таких вот фантазийных. Здесь слива груша. Листья в виде кристаллов. Брошь в чудесном состоянии. Эта брошечка не подписана. Обратная сторона тоже в прекрасном состоянии. Я считаю, единственное, что игрушка явно отклеивалась. И ее переклеивали. Так, дальше. Вот такие яблочки. Похоже, но не совсем. С этими первыми, что я вам показывала. Здесь наоборот. Видите, там вот желтое с коричневым отливом, а здесь коричневатые яблоки с зеленым отливом. С такой полосой посреди. Ну, на желтом металле подписанный брошь в идеальном состоянии. Вы обратите внимание на обратную сторону. Амальгама на месте. Ни единой царапинки. В прекрасном состоянии брошечка. Спасибо большое
владельцу, у которого она была ранее, что так ее сохранил. Дальше. Вот такая маленькая одиночная вишенка, малышка. Вот давайте я вам ее покажу в сравнении. Вот такая хрупкая, маленькая, с двумя листиками. Чудесная, потрясающая вишенка с подписью. Черешенка, вишенка, да, она вишня все же, давайте будем называть ее. Это Австрия. Вот такая красота. Вот такая невероятнейшая красота. Так, поехали дальше. Сейчас переходим. Вы посмотрите, какую невероятные сливы мне удалось приобрести, поймать их. Они мне обошлись недешево, они не могли стоить дешево в таком цвете. Я думаю, что я их увидела, я даже не делала, хоть там продавец позволял, допускал офферы, предложения. Я ничего не предлагала, я быстро схватила, потому что я понимала, или я, или сейчас через минуту кто-то другой. Мне удалось поймать. Хорошо, что эту брошь в состоянии новой. Обратите внимание на обратную сторону. Амальгама на месте, без единой царапинки, без ничего. И такой глубокий, синий, кобальтовый, наверное, цвет. Это одна из самых красивых брошей в моей коллекции. Я хотела бы вас спросить, будет ли вам интересно, потому что, в принципе-то, всю коллекцию вы уже видели моих австрийских брошей. Если я, например, вот сейчас моя коллекция насчитывает их около 150. Если я, например, сделаю видео о моих самых красивых, самых любимых, по моему субъективному мнению, например, там первые 40 брошей, вот которые я считаю самыми красивыми. Напишите, пожалуйста, вам будет такое интересно смотреть? Или это уже все видели вы 1000 раз, и это все далеко не интересно? Очень сильно буду ждать вашего мнения по этому поводу. Итак, смотрите, сейчас мы уже переходим к покупках черники, земляники, вот этих ягод. И я буду показывать, какие в моей коллекции имелись, но в чем все-таки разница. Итак, вот эта покупка. Похожие есть в моей коллекции две. Вот такая и вот такая. И вот вы теперь обратите внимание, ягодки, казалось бы, похожи, но броши абсолютно разные. То есть у них разного цвета, у всех 3 брошей разного цвета листья. У ягод все же разный, на мой взгляд, отлив. Вот оно как идет. Вот такая красота. То есть, казалось бы, да, вроде бы похожи, но когда ты смотришь на них вместе, это 3 разные броши. Да, они похожи. Все 3 броши в чудесном состоянии, наверное, новых брошей. У меня, если честно, вот эти ягоды, практически все, которые есть в моей коллекции, они в состоянии новых. Именно дальше, следующая покупочка. Вот это тоже ягодка похожа на все вот эти 3 предыдущие, которые я вам показывала, по цвету самих ягод. Но, во-первых, она на черном металле, во-вторых, листья совершенно другой формы. Обратная сторона брошь подписана. Те 3 тоже, кстати, были подписаны. Австрия. Брошь подписана, брошь в идеальном состоянии. Обратная сторона тоже. Все, кладем тебя, красавица. Давай, например, сюда. Следующие броши. Вот такие 2 красавицы. Я вам буду показывать их по 2, чтобы не затягивать особо видео. Вот видите, вот это верхняя брошь зеленая, несозревшие ягоды, внизу желтые. Уже ягодки. Вы обратите внимание, боже мой, как они переливаются, эти броши. Какая необыкновенная красота. Верхняя зеленая с белым, с темно-зеленым переливом. Нижняя
Нижняя вообще вот прям такие бархатные отливы-переливы. Желтый, такой бежевый цвет. Моя доченька начала играть на скрипке, я не знаю, слышно вам или нет. Она потрясающе играет, поэтому я надеюсь, что вам слышно, что вы сможете тоже насладиться игрой талантливого скрипача. И это не потому, что она моя доченька, это потому, что она действительно потрясающе играет на скрипке. Итак, обратную сторону я залюбовалась, видите, и немножечко передержала броши. Эти броши тоже обе подписаны, обе в идеальном состоянии. Так, послужат украшением нашего стола. Следующая брошь, я вам уже ее показывала. Итак, свою необычайную, необыкновенную находку непонятного зверька я отложу на самый конец. И мы с вами подискутируем, я буду ждать ваше мнение по этому поводу. Итак, это такое морозное стекло, морозные ягодки с листиками в эмали. Господи, как я люблю свои австрийские броши. Я их обожаю. Наверное, так сильно я только люблю Regency и Weiss. Брошь в идеальном состоянии, подписана Австрия. Давайте еще раз посмотрим, Фон. Фронт, господи, фон. Фон тоже прекрасный. И фон стоит того, чтобы на него обратить свое внимание. Дальше, следующие две, это будут красные красотки. И похожие, и одновременно разные совершенно. Почему похожие? Потому что одна на черном японском металле, вторая на металле золотого тона. И вот все, уже разные броши. Хоть, казалось бы, даже листья в одинаковом направлении, одинакового цвета. Но из-за того, что черный золотой металл, уже то да не то. Две, как по мне, разные броши. Потрясающий красный глубокий цвет. Прям вот. Надо же, какие отливы, переливы. Давайте я вам еще вот на это. Ой, здесь на этой руке намного удачнее показывать. Вы посмотрите, какие цвета. Тоже, опять же, абсолютно идеальное состояние. Ну вот эти брошечки, я прям горда тем, что в таком состоянии они. Вот так вот. А следующие красавицы, это у нас уже синие брошечки. Давайте вот эти я покажу все-таки по отдельности вам. Вот. Потому что это крайне редкие броши, такой вот бархатный, сказалось бы. С другой стороны, вроде бы вот так вот смотришь, такой бархатистый, переворачиваешь, морозно-голубой, холодный, опять сюда синий-зелено-бархатистый отлив. Это же волшебство. Я не знаю, как они это делали, но это что-то необычайное и неимоверное. Брошь в прекрасном состоянии, маркирована, написано Австрия, замок не сломан. Вот она, красавица, еще раз вам ее покажу. Давай сюда, иди, отдыхай. Красотка. И покажу опять же синюю, но уже на черном металле. Совершенно другая брошь. Хоть здесь точно так же, как и с красными. В одной листья, похожая форма, похожий цвет, расположение листьев идентичное. Вот, обратная сторона, брошь маркирована, Австрия, амальгама в идеальном состоянии, все на месте, не сломан. Вот у меня вот эти броши, именно ежевика, черника, вот эти ягоды, они практически все у меня в идеальном состоянии. Ну и интрига, я надеюсь, я вас смогла заинтриговать. Смотрите, какого необычного зверька мне удалось найти. Я не знаю, что это. Как вам? Это стекло,
То ли это гранаты, то ли это вишни, может быть гранат в обрамлении вишен. Я, если честно, когда ее рассматривала, я даже подумала, что это что-то, наверное, самодельное. Я ни в одном каталоге, боже мой, сколько их прошло через мои руки уже, книг, каталогов вот этих с информацией о винтажной, антикварной бижутерии и украшениях, я нигде такого чуда не встречала. И вот здесь я за нее дралась, желающих было много. Я так понимаю, что это тоже были коллекционеры австрийских фруктов стеклянных. Досталась она мне недешево, но все-таки она в моей коллекции, чему я безумно рада. И я бы даже подумала, что это что-то самодельное, но нет. Вы посмотрите на эти листья, на эти кристаллы, на этот обжим этих кристаллов. Но изнанка меня повергает в шок. И самое интересное, обратите внимание, что амальгама в состоянии на фруктах, в состоянии новой. Я такое в первый раз вижу в австрийских фруктах. Вот она мне чем-то напоминает, вот эти лучи, вот этой броши. Я видела подобного вида довольно-таки много мальтийских крестов. Вот с таким вот задником. Боже, как красиво играет доченька. И вроде бы как на втором этаже все равно слышно. Надеюсь, вам тоже слышно. Вот смотрите. Я думаю, нет. Я думаю, это все же не самодело. Это вот такой вот интересный зверечек. Это явно что-то необычное, что-то неимоверное. И я безумно рада, что все-таки эта брошь оказалась здесь, сейчас, что у меня есть возможность показать ее вам. Вот таким было сегодняшнее видео. Спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам оно понравилось, вам оно доставило удовольствие, что вам было приятно провести это время со мной. И давай вот так вот я немножечко, вот так, вот эту красоту, чтобы вам тоже было видно. Вот эту невероятную красоту. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу вот этой огромной броши. Да, кстати, еще раз покажу на руке. Вы посмотрите, какая она огромная. Вот буквально наполовину ладони. Она когда пришла, я была в шоке. Я думала, она меньше раза в 3. Потому что размера продавец не писал. Пишите, как вам эта брошь, что вы думаете по поводу этой броши. Какая брошь вот из ежевик вам нравится больше всего? В каком оттенке, в каком цвете? Еще раз спасибо большое, что были со мной, что провели эти 20 минут со мной. Всего вам самого лучшего, самого хорошего. И до свидания. До скорых встреч.